Так, ну, расскажи о том, как начала работать в печати и как дошла до того, что сегодня есть. Училась в университете на историческом факультете. На первом же курсе поняла, что надо пытаться работать. Не сразу, но довольно быстро сообразила, что ничего толком не умею. У меня был хороший фотоаппарат Минольта, папой подаренный. И, собственно, решила, что можно попробовать фотографировать. Имея крайне маленькое портфолио, пошла в журнал «Не спать», потому что увидела объявление о том, что они ищут фотографов, журналистов и редакторов. И после этого 3 года снимала все вечеринки, что происходили в городе. Снимала самые неожиданные для себя места, клубы. Интересные мероприятия, которые тогда происходили, показы Петлюры, клуб «Эрмитаж», клуб «Пентхаус», потом клуб «Птюч», клуб «Титаник». Ну, собственно, не сами клубы, а то, что там происходило, и людей, которые там оказывались. Так довольно долго продолжалось. Поняла, что можно заниматься редакторской работой, попробовать. Попала в журнал «Шоу», который был ровно перед кризисом 98 года, открылся. Потом был журнал «Афиша» недолго. Потом недолго работала в «Воге». Но меня не взяли в отдел моды, а позвали в отдел культуры. И занималась я, грубо говоря, светской хроникой. Там по-настоящему стало понятно, что это не мое. А после этого уже вышла в журнал «Ом», опять же, ненадолго, но на должность редактора моды, наконец-то. И в этот момент меня позвали работать в «Плейбой», тоже редактором моды. Это была крайне интересная опция, и там я этим занималась 2 года. «Плейбой» был другой, крутой, интересный, там был главным редактором Максим Маслаков, и это был как бы куда более интересный проект, чем может показаться «Плейбой» сейчас или какой-то «Плейбой» заграничный. И вот последние 11 лет я делаю Esquire. А расскажи подробнее про людей на тусовках того времени, как ты снимала их. Это был, на самом деле, в плане стиля и одежды не самый простой период. Прежде всего в силу того, что не было такого количества магазинов, брендов, мультибрендов в открытом доступе, и все вещи по большей части как-то доставались. Серьезным источником вещей был секонд-хенд. И я прям отлично помню, что мы с подружками могли легко после университета заехать в такое место. Ну, это какое-то подвальное помещение огромное, одежда чуть ли не на вес. Она стоила по-настоящему дешево. Там можно было что-то интересное отрыть. Еще тогда уже можно было купить Доктор Мартинс. И это была мега-обувь. Наверное, ничего круче в тот момент не было. Какие-то джинсовые бренды уже появлялись. Вообще мега-брендом был Наф-Наф, как не смешно это звучит, просто потому что они первые вышли на рынок, одни из первых, и у них были какие-то молодежные модные вещи. Чуть попозже появился магазин с всякой клубной одеждой, не помню его название, он находился на Красных Воротах. И там были какие-то вот сумасшедшие вещи, по большей части из Голландии и Германии, но такие, скорее, что в них более уместно можно было себя чувствовать на сцене, нежели в зале. А можешь рассказать о самой запоминающейся или, возможно, яркой тусовке того времени, на которой ты была? Помнишь, во что была одета, во что были одеты люди вокруг? Какая музыка играла? Музыка играла электронная. Все эти годы у меня в голове играла только электронная музыка. Вообще, на самом деле, очень, очень просто делилась молодежь того времени. То есть ты либо слушал что угодно, и тогда как бы совершенно неважно было, как ты одет и как ты выглядишь. Или ты слушаешь электронную музыку, и ты определенным образом одет, определенным образом выглядишь, у тебя определенный круг интересов. То есть электронная музыка очень сильно определяла
твое местоположение в обществе и, собственно, в актуальной культуре. Какую-то одну тусовку сложно выделить. Их было какое-то безумное количество. На самом деле очень круто было в клубе «Птюч». Нет, наверное, не с того места начала. Очень круто было в клубе «Эрмитаж», который находился, собственно, в саду «Эрмитаж». И для меня это был один такой, наверное, самый важный первый клуб, когда я поняла, что это прям отдельная жизнь. Такое же сильнейшее впечатление произвел на меня клуб «Пентхаус», который был чуть позже, чем клуб «Эрмитаж». Это все было ужасно давно. Потом гораздо позже был клуб «Птюч». Это было совсем как бы по-другому, более кулуарная история с чиллаутом. Очень модное тогда слово. Но было еще куча каких-то других заведений, которые казались мне более коммерческими и менее мне близкими, но тоже вполне себе занимали серьезное место в этом во всем. Наверное, если выделять самое интересное, сейчас, как бы по прошествии времени, оборачиваясь назад, я понимаю, что те тусовки, что устраивал Петлюра на Петровском бульваре, это было, наверное, самое крутое. У него было пространство. На самом деле это был просто двор, старый московский двор, в котором были показы, какие-то перформансы, где были художники, где он показывал свою коллекцию старья. И теперь это, наверное, называется винтаж. Можешь подробнее описать стиль персонажей того времени? Возможно, каких-то знаменитостей, людей на улице. Опиши их одежду. Но на самом деле рейв жестоко сказался на вкусе некоторых, большинства людей, принимавших участие активно в клубной жизни 90-х. И оставаться в рамках хорошего вкуса было сложно. Это вообще как бы история про переборы чересчур. То есть был момент, когда все ходили в ботинках на огромных платформах. Потом очень было модно одежда неоновых цветов. Она вообще была ужасная, синтетическая, скрипучая, но она была супер ярких цветов, зеленого, розового, желтого. И из-за этого казалось, что это круто и вполне возможно в этом ходить. Каких-то клубных персонажей сложно вспомнить. На самом деле, действительно, вот Петлюра, Пани Брони и все люди, которые вот тусовались на Тишинке и покупали у бабусек старые платья, пиджаки и все это на себя перешивали, носили, сейчас, мне кажется, куда более интересными. Хотя тогда я, возможно, этого до конца не понимала. То есть как бы то, как они работали со своим стилем, то, как они старые вещи переделывали под себя и носили, наверное, это было по-настоящему интересно. Какой твой лук вспоминается тебе в первую очередь, когда речь идет о 90-х? Очень долго ходила в голубом джинсовом комбинезоне из секонд-хенда огромного размера. Причем я тогда уже понимала, что вещь крайне эффектная. Я даже не помню бренда. Наверное, это был Ли или Wrangler. То есть какая-то совершенно неочевидная сейчас джинсовый бренд. И под него носила синюю нательную майку. Это называлось индийское мужское белье нижнее. Деду, как военному, выдавали какой-то набор одежды форменной. Там в том числе были длинные футболки с длинным рукавом голубого цвета из хлопка. Вот. Мне казалось, что это невероятно красиво сочетать. Потом довольно долго ходила в мини-юбке, опять же джинсовой, в футболке с огромным цветком желтого цвета. То есть просто во всю грудь эта футболка была, и в огромной же клетчатой рубашке. Но вообще, на самом деле, конечно, гранж был самым важным для меня течением. Никогда вот эти рейверские одежды на себя не надевала. Сложно сказать, почему. А старались ли люди в то время ориентироваться на Запад? Откуда они брали информацию? Да, это на самом деле очень интересно, потому что я вот сейчас, как бы, понимая, как работает интернет, отчасти понимая, как работает интернет, очень с большой рефлексией оборачиваюсь назад и смотрю, как это было устроено раньше. То есть, наверное, главным источником информации были журналы. Был журнал The Face, на который просто молились
был журнал ID, который был чуть более эстетским, и, наверное, вот меня не так сильно цеплял, хотя тоже, наверное, цеплял. В общем, все равно журналы были главным источником информации, они как бы с трудом и косыми путями к нам попадали, но уже там в начале 90-х можно было поехать в центр и в одном ларьке на Тверской купить все, что тебе хотелось за бешеные деньги, в смысле журналов. Но это было уже возможно. И во всех редакциях, где я работала, тоже постоянно были какие-то типы кем-то привезенных или откуда-то взявшихся иностранных журналов, на которых вообще все строилось, зиждилось. Поэтому так хотелось работать в журналах.